Что на самом деле произошло между Чингуком и Тэхёном? Почему HYBE заговорили только сейчас? За их долгим молчанием скрывается правда, которая потрясла самые основы доверия среди ARMY. Шокирующий факт наконец-то раскрылся, и никто не готов его услышать. Вы когда-нибудь чувствовали, что то, что всегда выглядело идеальным, на самом деле скрывает более глубокий секрет, чем вы могли себе представить? Вы когда-нибудь задумывались, почему два лучших друга, которые всегда казались такими близкими перед камерой, вдруг стали чужими за такое короткое время? И почему компания, известная своей строгой охраной имиджа своих артистов, наконец решила высказаться после многих лет молчания? Эта новость не появилась просто так, она разразилась посреди ночи, когда большинство фанатов по всему миру спали, а лишь малая их часть с бьющимися сердцами смотрели на экраны. На официальной платформе HYBE появилось необычное объявление. Не длинное, не слишком откровенное, но достаточное, чтобы ошеломить весь фандом. В их фразах звучал другой тон, словно что-то, долго скрываемое, больше невозможно заглушить. Поначалу многие подумали, что это просто обычное разъяснение, возможно, о графике камбэка или сольной деятельности. Но нет. Одного названия заявления было достаточно, чтобы кровь застыла в жилах, в ответ на публичные вопросы, касающиеся внутренних отношений участников. Ни имен, ни лиц не было. Но кто не знал, что эта фраза относится к двум самым обсуждаемым именам прошлого года – Чингуку и Тэхёну. Два имени, которые когда-то были как две стороны одной медали, теперь подобны планетам, вращающимся в разных направлениях. Все знают, что что-то произошло, но никто не знает, насколько это что-то масштабное. Заявление HYBE появилось не просто так. Неделями социальные сети были полны маленьких искр, которые медленно разгорались в пламя, загадочные отписки в личных аккаунтах, тихие моменты за кулисами и хроники обнаруженных фанатами подсказок, связывающих выражения лиц, жесты и минуты молчания как доказательство того, что что-то действительно происходит. Но никто не ожидал от HYBE подтверждения. Компания известна своим спокойным нейтралитетом и тщательно выстроенными связями с общественностью. Поэтому, когда они написали «Мы знаем о динамике», которая сложилась между некоторыми нашими артистами, особенно теми, кто привлек внимание общественности в прошлом году, все замерли. Слово «динамика» – непроизвольный выбор. Оно не просто означает конфликт, оно признает перемены. То, что было, уже не то, что есть. И если компания уровня HYBE решает открыто признать это, то то, что было скрыто, может быть гораздо важнее, чем кто-либо мог себе представить. Вернемся к этим двум именам – Чингук и Тэхён. Что же на самом деле произошло между ними? Дело в профессионализме? Разногласия в работе? Или нечто большее? Дружба подвергается испытанию, или тайна наконец раскрыта? Вопросы продолжают сыпаться, словно костяшки домино, возвращая к жизни фрагменты прошлого, когда-то запечатленные на видео, концертные записи, прямые трансляции – все это теперь рассматривается под другим углом. Один из самых обсуждаемых моментов произошел, когда Тэхён пристально смотрел на Чингука на дне рождения другого участника группы. Его взгляд был необычным, не игривым, не пустым, а пронзительным, словно он хотел сказать что-то, что невозможно выразить словами. Когда камера переключилась на Чингука, его обычно яркая улыбка показалась немного натянутой. Самые чувствительные фанаты почувствовали, что под поверхностью скрываются скрытые эмоции. Многие начали строить догадки, собирая воедино пазл, разница в принципах, давление руководства, даже слухи о предательстве. Но доказательств не было, только чувства, и вот официальное признание. В последние месяцы мы работали над преодолением возникающих разногласий, уважая личное пространство и профессионализм наших артистов. Эта фраза взорвала фандом. Слова «различие» и «личное пространство» были выбраны не случайно. Они подтвердили, что дистанция образовалась, будь то из-за обстоятельств, давления или осознанного решения. HYBE не стали вдаваться в подробности, но этого было достаточно, чтобы ARMY копнули глубже в поисках скрытых подсказок, которые они раньше не замечали.
Вскоре фанаты откопали старое выступление Чингука, где он печальным тоном сказал: «Мне есть что сказать, но еще не время». Тогда это показалось мимолетным замечанием. Но теперь, в этом контексте, это похоже на секретный код, намек на то, что разворачивается сейчас, давно вызревало за кулисами. Также всплыли скриншоты с прошлой тренировки, на которых Чингук и Тэхён стоят необычно далеко друг от друга во время формирования группы. Преподаватель вокала как-то намекнул: иногда то, что выглядит гармонично на сцене, скрывает за собой невероятное напряжение. Слова, которые когда-то ничего не значили, теперь кажутся тяжелыми и многозначительными. Что чувствуют остальные участники BTS? Вот тут-то и начинается самое эмоциональное. Даже без имен все понимали, что речь идет не только о двух людях, речь идет о семье. Если двое потрясены, остальные почувствуют эхо. Джин, известный своей близостью к обоим, однажды написал: «Иногда нам не нужно выбирать сторону. Нам просто нужно слушать». Простые слова, но такие глубокие по смыслу. RM, лидер группы, в недавнем интервью выглядел сдержаннее обычного. Когда его спросили о динамике группы, он просто ответил с легкой улыбкой: «Мы все многому учимся». За этим одним словом «обучение» скрываются усталость, разочарование, надежда и желание защитить то, что создавалось более 10 лет. Затем последовало еще одно заявление от HYBE, более конкретное и шокирующее. В структуре внутренних рабочих групп произойдут значительные изменения, включая планы индивидуальных мероприятий и будущих совместных проектов. Эта фраза прозвучала как гром среди ясного неба. В корейской индустрии развлечений изменения внутренней структуры означают не просто ротацию, это может быть ребрендинг, смена направления или даже расхождение путей, временное или постоянное. Мир затаил дыхание. ARMY восстановили каждую зацепку. Что-то грандиозное менялось. Вскоре после этого социальные сети превратились в бурю теорий и споров. Фанаты пересматривали старые клипы и интервью, расшифровывая каждый взгляд. В одном из них, сделанном 2 года назад, когда Тэхёна спросили о будущем BTS, он посмотрел на Чингука долгим взглядом, теперь его воспринимают как взгляд с горечью и сладостью. Кто-то даже добавил к нему подзаголовок: «Я хочу, чтобы ты оставался рядом со мной, но я знаю, что мы не можем так легко выбирать пути друг друга». Тем же вечером Чингук неожиданно выложил короткое видео, песню, которую он пел, снимая себя у окна отеля. В тексте говорилось: «Даже если мы пойдем разными дорогами, мое сердце всегда будет следовать за тобой». Видео было удалено через 5 минут, но было слишком поздно. Фанаты сохранили его, поделились им и сделали вирусным. Многие считали, что это скрытое послание, и все знали, кому оно адресовано. С этого момента любопытство сменилось беспокойством. Это были уже не сплетни, это были эмоции, искренность и горе. Бывшие сотрудники рассказали анонимно: «Работая с ними, я увидел настоящую близость». Но внешнее давление может все изменить. Короткие слова, но с тяжестью истины. Возможно, изменились не они сами, а окружающий мир заставил их это сделать. Даже на сцене все изменилось. Во время последнего тура BTS перед перерывом Чингук и Тэхён редко проводили время вместе. Не избегая друг друга, просто дистанцируясь. Ненавязчиво, но искренне. Тишина сменила смех, а в мире корейской индустрии развлечений молчание может быть громче слов. Тем временем Тэхён стал более социально активным, появлялся на шоу, посещал мировые модные мероприятия, снимался в рекламе. Однако, когда его спросили о воспоминаниях о BTS, он упомянул Джина и Чимина, но не Чингука. Для многих фанатов это было не упущением. Это был знак, что что-то уже не так. Тем не менее, несмотря на растущее расстояние, трудно поверить, что их связь могла просто исчезнуть. Для ARMY Чингук и Тэхён не просто участники группы, они – символы беззаветной дружбы, смеха и общих мечтаний на протяжении 10 лет. Именно это делает все это таким болезненным, нет четких ответов, лишь фрагменты, которые публике предстоит собрать воедино. Даже после разъяснений HYBE загадка остается.
Официальные аккаунты BTS в СМИ стали тише обычного, никаких закулисных моментов, никаких теплых постов о группе. Все кажется тщательно продуманным, стерильным, намеренным. И в этой тишине фанаты чувствуют щемящую утрату. ARMY со всего мира начали писать открытые письма. Одни адресовали HYBE, другие – напрямую Чингуку и Тэхёну. Ни в одном из них не было обвинений. Только одна простая просьба. Скажите нам, что с вами все в порядке. Это все, что нам нужно знать.